Всем привет! Вы на канале World of Money Мир Банкнот. С вами Артур. Очередная распаковка на моем канале, очередное пополнение. Получил письмо, такое вот, с одного интернет-магазина по продаже банкнот. Покупаю там уже давно, но не так часто. Так, время от времени посещаю и смотрю. Вдруг там появилось что-то интересное. Сейчас мы вскроем этот конверт и посмотрим, что интересное там есть внутри. Внутри находится упаковка от Shopify в качестве уплотнителя, в котором находится накладная и сами банкноты. Отклеим все от скотча. Вот такое количество их здесь. Должно быть, по-моему, 13 банкнот всяких разных для заполнения пробелов в коллекции. Ну, давайте по порядку рассмотрим их. Итак, первая банкнота. Польша, 100 злотых, 1986 год. У меня в коллекции есть такая, но не в прессе, поэтому решил заменить. Это выпуск Национального банка Польши 1974-1988 годов. Лицевая сторона. Людвиг Варынский, польский революционер, основатель Интернациональной социально-революционной партии «Пролетариат». Оборотная сторона. Вестник XIX века, орган польской соцпартии «Пролетариат». Водяной знак. Орел, национальный символ Польши, изображен на государственном гербе Польши. Размер банкноты 138 на 63 мм. Следующая банкнота. Югославия, 10 динаров, 1978 год. Выпуск 1978-1986 годов. Заполняю пробел в коллекции, как сказал. Лицевая сторона. Портрет Арифа Хералича, сталевара из города Зеница в Боснии и Герцеговине. Водяной знак отсутствует, но есть защитная нить. Оборотная сторона. Номинал. Размер банкноты 131 на 62 мм. Следующая банкнота. Югославия, 50 динаров, 1968 год. Выпуск 1968-1970 годов. Лицевая сторона. Фрагмент рельефа югославского скульптора, архитектора и писателя Ивана Мештровича. Фрагмент расположен у здания парламента в Белграде. Водяной знак также отсутствует, но есть защитная нить. Оборотная сторона. Номинал. Размер банкноты 139 на 66 мм. Следующая банкнота. Тоже Югославия. 100 динаров, 1978 год. Это выпуск 1978-1986 годов. Лицевая сторона. Всадница или памятник мира. Конный памятник, созданный Антуном Августинчичем, видным хорватским скульптором. Эта скульптура находится в передней части главного здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Водяной знак также отсутствует, но есть защитная нить. Оборотная сторона. Номинал. Размер банкноты 147 на 70 мм. И еще одна югославская банкнота. 50 миллиардов динар 1993 года. Это выпуск денежной реформы 1993 года. Лицевая сторона. Портрет Милоша Обреновича. Второй вождь Сербии, князь Сербии в 1817-1839 годах и 1858-1860 годах. Основатель династии Обреновичей. Водяной знак. Узорная сетка. Оборотная сторона.
Особняк Обреновичей или вилла «Златный берег» в Смедерово, Сербия, была летней резиденцией королевской династии Обреновичей. Размер банкноты 147 на 70 мм. Идем дальше. Следующая банкнота. Приднестровье, 1 рубль, 2019 год. Банкноты Приднестровья очень слабо представлены в моей коллекции. И, честно говоря, и расширять не планирую. Но эту банкноту решил взять. Это памятный выпуск, приурочен к 25-летию Приднестровского рубля. Банкнота вертикально ориентирована. Лицевая сторона. Портрет русского полководца Суворова. Водяной знак, портрет Суворова и монография банка. Также наблюдаем защитную нить с микротекстом с аббревиатурой Центрального республиканского банка. Оборотная сторона. Бендерская крепость в прошлом. Современное здание Приднестровского республиканского банка. Стилизованный памятник в виде открытой часовни. Также наблюдаем голографическую полусегментированную нить, номинал, здание банка и надпись 25 лет Приднестровскому рублю. Размер банкноты 129 на 56 мм. Интересная банкнота. Движемся дальше. Северная Корея, 1 вона, 1988 год. Выпуск Торгового банка Корейской Народно-Демократической Республики 1988 года для гостей из капиталистических стран. Лицевая сторона. Крылатая конная статуя Чхолима. Мифический крылатый конь, способный преодолевать 1000 ли в день. 1 ли – это примерно 500 метров, то есть получается 500 километров в день преодолевал или преодолевает этот Чхолима. Чхолима является символом прогресса и движения нации вперед. Также изображен стилизованный символ ядерной энергетики и герб КНДР. Водяной знак отсутствует. Оборотная сторона. Номинал в орнаментальной розетке. Размер банкноты 110 на 55 мм. Следующая банкнота. Непал, 5 рупий 1990-1995 годов. Недатированный выпуск 1981-2001 годов. Лицевая сторона. Король Гянендра в короне с плюмажом из перьев райской птицы и храм в Бхактапуре. Водяной знак. Непальская корона из перьев райской птицы и видим есть защитная нить. Оборотная сторона. Пара яков на фоне горы Эверест. Размер банкноты 120 на 70 мм. Следующая банкнота. Лаос, 1000 кип, 1998 год. Выпуск 1992-2020 годов. Лицевая сторона. 3 женщины в национальных костюмах и храм Пхатаглуанг. Водяной знак. Звезды. Имеется защитная нить. Оборотная сторона. Сцена выпаса крупного рогатого скота. Размер банкноты 152 на 68 мм. Следующая банкнота. Филиппины, 10 песо, 1943 год. Период японской оккупации Филиппин времен Второй мировой войны. Второй недатированный выпуск японского правительства 1943-45 годов. Лицевая сторона. Памятник Ризалу. Мемориал в парке Ризал в Маниле, Филиппины, построенный в память о казненном филиппинском патриоте Хосе Ризале. Водяной знак. Банановое дерево. Вообще банан это одно из высочайших травянистых растений, поэтому спорно называть его деревом, но так написано в описании. Оборотная сторона. Номинал прописью и цифрами. Размер банкноты 160 на 68 мм.
Идем дальше. Следующая банкнота тоже Филиппины. 10 песо, 1978 год. Недатированный выпуск 1978 года с печатью банка 4-го типа. Всего различают 5 типов печати, банковских печатей Филиппинского банка. Лицевая сторона. Портрет Аполлинарио Мабини. Аполлинарио Мабини и Маранан. Филиппинский юрист, государственный и политический деятель. Первый в истории премьер-министр и министр иностранных дел Филиппин. В период создания Первой Филиппинской республики рассматривался как мозг революции. Так получилось, что таких банкнот у меня 2. Видимо, запутался в разновидностях. Есть 4 разновидности этой банкноты. Они отличаются подписями и цветом серийных номеров. Водяной знак, портрет Аполлинарио Мабини и, видим, есть сегментированная защитная нить. Оборотная сторона. Церковь Барасуайн. Римско-католическая церковь, построенная в 1888 году в Малолоссе. Колыбель демократии на Востоке, самое важное религиозное сооружение на Филиппинах и место проведения Первого Филиппинского конгресса, который был создан 15 сентября 1898 года для разработки проекта Конституции Филиппин. Размер банкноты 160 на 66 мм. Такие 2 одинаковые банкноты. Так, еще одна банкнота Филиппин. 20 песо 1970 года. Недатированный выпуск 1970-х годов с печатью банка 2-го типа. Лицевая сторона. Портрет Мануэля Кесона. Мануэль Луис Кесон и Молина. Второй президент Филиппин и первый президент, избранный всенародно. Водяной знак. Портрет Мануэля Кесона и есть защитная сегментированная тонкая нить. Оборотная сторона. Дворец Малаканьянг. Официальная резиденция президента Филиппин, которая расположена в столице страны, городе Манила. Представляет собой дворцовый комплекс, построенный в неоклассическом стиле. Размер банкноты 160 на 66 мм. И последняя банкнота, друзья. Мьянма 500 кят 2020 год. Недатированный выпуск 2019-2020 годов. Это последний выпуск. Лицевая сторона. Генерал Аунг Сан. Бирманский генерал, политический деятель, революционер. В 1941-1947 годах руководитель борьбы за национальную независимость от Японии и Британской империи. Основатель Коммунистической партии Бирмы и Антифашистской лиги народной свободы. Национальный герой Бирмы. Водяной знак, портрет генерала Аунг Сана и номинал. Сегментированная защитная нить, которая при просмотре на просвет сливается в сплошную. Оборотная сторона. Здание Центрального банка Мьянмы. Размер банкноты 150 на 70 мм. Для полноты коллекции мне нужно еще взять 1000 кят из этого выпуска. Ну, вот такое было у меня сегодня пополнение. Подведем итог. 13 банкнот, 8 стран. Банкноты школьного уровня, как могут сказать некоторые мои зрители. Да, в принципе, простенькие, недорогие банкноты. Но без таких банкнот, как я считаю, не может быть коллекция полноценной. Мне нужны были разновидности, и я их взял. На этом заканчиваю этот обзор. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе моих выпусков. Всем желаю здоровья, добра, успехов и замечательных пополнений в коллекцию. До новых встреч!